корейский горячий горшок с грибами. Но начинаем мы не с грибов, а с мяса. Говядина 300 грамм нам потребуется, и мы должны будем мясо сначала нарезать и затем замариновать. Какими кусками нарезать? Чем тоньше будут куски, тем, соответственно, быстрее мясо приготовится. Поэтому нарезаем кусками ближе к тонкому, средними кусками, толщина ближе к тонкой. И затем приступаем к маринованию. Нам потребуется соевый соус 2 столовые ложки, сахар в объеме 1 столовой ложки, затем молотый чеснок в объеме 1 столовой ложки и черный молотый перец пол чайной ложки. Все это мы с вами хорошо перемешиваем, массажируем и должны будем отставить в сторону на некоторое время промариноваться. Если же у вас есть больше времени, вы маринуете мясо заранее, то можно выдержать его час или два. Теперь приступаем к грибам. К нам завезли вот такие вот красивые грибочки. По этому поводу, собственно говоря, это блюдо. Итак, грибы эноки у нас в объеме 100 грамм. Вот так вот они выглядят, называются они еще опенок зимний, и из них можно приготовить разные блюда. Мы должны будем срезать нижнюю часть и промыть. Далее, коричневые грибы симедзи 150 грамм мы используем, и выглядят они вот таким вот образом. Ножки у них не сильно очень скреплены, поэтому их можно низ не отрезать. В принципе, вообще можно использовать любые, совершенно абсолютно любые грибы, поэтому я дополняю эти экзотические грибы обычными шампиньонами 3 штуки. Итак, грибы мы промываем, счищаем у них с ножек лишнее и приступаем к их дальнейшей обработке. У шампиньонов я отрываю ножки и разрезаю их пополам. Сами же грибы мы с вами нарезаем вот таким вот образом, кусками такой средней толщины. Другие грибы, грибы симедзи, мы с вами просто разъединяем. Они вот так вот скреплены вместе таким семейством, и мы их на небольшие такие вот части разъединяем. Точно так же мы поступаем и с грибами эноки, разъединяя их на вот такие вот средние части, среднего размера. Затем мы подготавливаем остальные овощи. 1 луковица, половина моркови и красный перец чили. 1 штука нам понадобится. Лук мы нарезаем полукольцами средней толщины. Морковь мы должны будем с вами нарезать соломкой. Соломка не должна быть слишком тонкая, поэтому все-таки лучше нарезать ее ножом, а не на слайсере. И красный перец чили мы нарезаем кольцами, толщина ближе к тонкой. И 7 стручков зеленого лука мы нарезаем кусками длиной равной длине моркови и лука. Также нам потребуется 2 листа пекинской капусты. У меня достаточно большие листы, поэтому их в количестве 2. Листы я разрезаю пополам и затем вот так вот их руками разъединяю на кусочки. У меня достаточно плотная капуста. Если капуста мягче, то рвется она гораздо легче. Далее, теперь можно приступить уже к самому соусу. Основа соуса у нас это вода. Мы берем воду 1,5 стакана и добавляем в нее молотый чеснок, 1 столовую ложку. И также нам потребуется молотый имбирь, 1 столовая ложка. В данном случае с имбирем лучше не перебарщивать. Если есть имбирный порошок, то пол столовой ложки можно развести. Далее соус мирин рисовый 3 столовые ложки. Если этого ингредиента нет, то его можно пропустить. Затем соевый соус в объеме 4 столовых ложек мы добавляем и все это немного перемешиваем.
Затем добавляем следующий ингредиент – рыбный соус в объеме 1,5 столовой ложки. Если нет, можно пропустить. И затем кунжутное масло, 1,5 столовая ложка. Этот ингредиент лучше не пропускать, он придает блюду особый аромат. И сахар в объеме 1 столовой ложки. И черный молотый перец, пол чайной ложки. Все это мы хорошо перемешиваем и отставляем в сторону. Соус немного настояться. И теперь все, собственно говоря, готово к тому, чтобы подготовить уже само блюдо, чтобы начать его готовить. Мы берем какую-нибудь достаточно глубокую сковороду и закладываем туда в середину прежде замаринованное мясо, а затем по кругу начинаем выкладывать все остальные овощи. И вот тут и начинается, собственно говоря, все веселье, потому что выложить их нужно как можно более красиво. Как расположить, тут уже дело вашей фантазии. Главное, чтобы показать все цвета. Вообще вы можете использовать любые овощи, даже не те, которые мы с вами здесь подготовили, а, собственно говоря, то, что вы любите, то, что есть у вас в холодильнике. И вот так вот красиво все это выкладываете. Почему это важно? Почему важно вот так вот все вот это красиво выложить? А потому что это блюдо подается к столу не тогда, когда оно уже готово, а когда его начинаешь готовить. И готовится оно прямо перед тем, кто собирается его есть, на том самом столе, где, собственно говоря, и будет это все есть. И чуть я не забыла про пекинскую капусту. Вот она не поместилась между остальными овощами, поэтому я решила вот так вот ее красиво кругом выложить вокруг мяса в середине, и получится у нас такой красивый цветочек, наверное, похожий, может быть, на лотос, по моему мнению. Но, как я говорила, здесь уже дело вашей фантазии, потому что сервировки этого блюда вы можете встретить совершенно абсолютно разные. Теперь мы уже приступаем к приготовлению. Мы заливаем все это соусом. И смотрите, вообще это блюдо, оно подается на такой переносной маленькой газовой плите, которая ставится на стол, и готовится все это прямо на глазах у тех, кто будет это есть. Готовим мы это блюдо на среднем огне. Не бойтесь из-за того, что вам кажется, что воды очень мало, соуса мало. Не торопитесь добавлять воду, потому что вода появится от овощей. И очень важно в самом начале, когда блюдо начнет закипать, подвигать мясо ложкой, чтобы оно не слиплось друг с другом. И вообще, как только вы увидите прибавление воды, и как это все начнет закипать, вы можете продолжать добавлять туда любые овощи. Тем более, если воды много, корейцы, например, туда добавляют лапшу из сладкой картошки, если очень много воды. И вообще это блюдо, оно естся с рисом. То есть вы вот так вот на ложечку себе все вот это накладываете, всего по чуть-чуть, отправляете себе это в рот вместе с бульончиком и заедаете это рисом. Вот такое вот интересное блюдо, и сам процесс приготовления, процесс его поедания. Надеюсь, вам было интересно. Лайкайте, подписывайтесь, оставляйте комментарии, и приятного вам аппетита!